Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, и с вами, как всегда, Алекс. Да, вышел патч 1.0.7. И это значит, что у нас появились какие-то новые возможности, а какие-то, может, не появились. Сейчас разберем, что нового здесь, посмотрим на территорию. А сейчас проверю, работает ли камушек в патче 1.0.7. А мне кажется, что работает однозначно, да, как вы видите. Однозначно все прекрасно работает. Также говорили, что и дракоша работает. Ну, дракоши у меня нету, допустим, работает, я не проверял. Для того, чтобы проверить, надо зайти в начало игры, сделать себе редувию, потому что без редувии его убивать очень тяжело. Но, по крайней мере, этот начальный фарм довольно хорошо работает. А что же с остальными зимними фармами у нас случилось? Давайте посмотрим, что случилось с зимними фармами, и отправимся на зимнюю локацию. Итак, первое место фарма — это, конечно, туннель желтого оникса. Или аникса, не знаю, как скажешь, так и будет. Давай посмотрим, работает ли здесь фарм. Я уже и забыл про это место фарма, но находится оно вот здесь, вот это туннель желтого аникса, видишь? Аникса, все-таки аникса. Проход через тайный путь к святому древу. В принципе, можно и прыжок будет попробовать еще на 1.0.7. Ну, давай сходим для начала, проверим, как здесь у нас обстоят дела. Я уже не помню, куда здесь прыгать, но, по-моему, мимо этой скалы вот сюда вот. Да забыл, что надо махать оружием. Но, в принципе, я могу сказать с уверенностью, этот способ у нас очень сильно работает, как и прежде. Значит, тут я тебе обрежу вот это махание, да, не то что обрежу, ускорю и посмотрим, сколько у нас рун выйдет. Итак, мы видим, пошла жара, 60 тысяч рун. Ладно, прекращаем это безобразие. Итак, мы видим, что туннель желтого аникса у нас вполне себе рабочее место. Вполне рабочее, смотрите, 60 тысяч рун. Нормально, довольно приятно, я бы сказал бы. Довольно приятно. Значит, выбегать сюда, одевать лошадку на себя, брать меч и прыгать вот сюда вот, прижимаясь, как я показывал. В принципе, я все в лайфе вам снимаю. В лайфе говорю, в лайфе снимаю, чтобы не было лишних вопросов. По поводу с драконом, тут, конечно, вы напишите, проверьте, пожалуйста, работает он или нет. Потому что, когда прошлое видео я записывал, это по Elden Ring, патч 1.0.6 был, я его записывал недели 2 назад. Возможно, больше, возможно, больше. Итак, у нас еще одно место фарма, оно совсем рядом. Это Ардина, литургический город. Ты не переживай, к Мокденам мы тоже зайдем. Итак, Ардина, прилитургический наш любимый город. Идем сюда, я уж тут запутался, забыл, давно не играл, конечно, в Elden Ring, но Elden Ring игра просто суперская. Ага, значит, открыть тебе ворота надо, вот эти вот. Здесь у тебя будет, для тех, кто не знает, кто, может, прошлые видео мои не смотрел, здесь тебе не пройти будет, тебе надо будет прискакать вот сюда вот, подойти к этому, осмотреть. Зажгите огонь на 4 статуях. У нас огонь горит уже, в принципе, горит. Тебе надо будет пройти сюда, здесь кружок зажжется, и ты попадешь в другое измерение, и тебе надо будет вот раз башня, 2 башня, 3 башня, вот там 4 башня, и внизу, по-моему, 5 огоньков зажечь, и ты вернешься автоматом сюда, после чего можно будет проверить. Да хорошо, успокойся. Открылись ли эти ворота? Собственно говоря, они откроются однозначно 100%. Ну, давайте теперь проверим, как у нас тут обстоят дела с фармом. Пойдем сюда, разгончик возьмем. И полетим, короче.
Здесь все по-прежнему работает. Лагает картинка немножко, потому что сквозь те текстуры, сквозь их карту пролетаем. Но здесь я тебя, как всегда, поставлю на ускоренную. Ускоренный процесс поставлю, и будешь наслаждаться. Итак, ладно, этот процесс у нас вполне рабочий. Поехали с литургического города в другую зимнюю локацию. Итак, это наша зимняя локация. Все вы помните, как мы на этом мобе, вон он снежный, проверяли свое оружие. Пишем в лайфе, поэтому это могильный камень великанов. Я думаю, понятно, как сюда добраться, да? Не обязательно идти сюда, можно и сюда пропрыгать, можно и сюда по цепочечке, сюда аккуратненько, и вот здесь мы возле карты, вот эта точечка респауна. Я думаю, объяснять не придется, но тем не менее, может кто-то не знает. Погнали, проверим ее, проверим старую, найдем новую, как сказать, все в лучших традициях Elden Ring. Что нам принесли тут разработчики? Кто-то переживал, что... Значит, они пофиксят чего-то. Ну, не знаю. Я здесь упал сразу же, быстренько. Вот, чтобы рун не было у меня. Потому что когда руны считать трудно, смотреть трудно. Вот он, наш великан замерзший. И непосредственно точка фарма нашего. Так, ну я полетел. И здесь, как всегда, вам, ну, вы поняли, да, отмотаю на быстро. Пошли наши руны. Любимые руны. Ну что ж, возвращаемся. Здесь еще есть один камень, который работал через раз. В принципе, может и сейчас он работает через раз. Я вам, по крайней мере, покажу этот способ тоже. Здесь надо сделать один длинный прыжок и потом, соответственно, короткий. Заодно, если не получится, скинем эти руны. А вот он, этот камень, собственно говоря, на него можно залезть, с него можно спрыгнуть. Я спрыгивал, но там как-то комфортнее, даже если я себя иногда не вижу, то я знаю, что я лечу. Здесь мне с клавиатурой, с мышкой, вот я спрыгнул руны в прошлый раз. Здесь, видишь как, вот, как козел прыгаешь, вот. Тебе что надо сделать? Тебе надо спрыгнуть просто вот туда вот, двойным. Вот как мне выйти с этого положения, вы не знаете? У меня лошадь стоит только двумя ногами. Такое бывает. Вот почему мне этот камень не нравится. Он слишком маленький, но здесь можно фармить, если тебе так угодно. Здесь можно фармить. Единственное, что надо сделать один длинный прыжок и один короткий. Сделаем все в точности наоборот и посмотрим, сработает ли. А не сработало, потому что прыгать надо немножечко правее. Вот туда вот показать я не смогу, но руны мы потратили, поэтому перейдем к следующему способу. Но этот способ тоже работает, просто надо немножко приловчиться. Вот цепь, кстати, это, про которую я рассказывал, кто не знает, да, мы добежали сюда. Вот наш великан. Ну, а мы переходим к следующему фарму. В общем, здесь два способа работает. Один через раз работает, как и работал. А другой работает, собственно говоря, стабильно, нормально. И дальше он, грубо говоря, на 20 прыжков или на 5 секунд. Итак, ребята, вы, наверное, уже поняли, почему мы здесь. Этот способ, скорее всего, не работает в данном патче 1.07. Возможно, в 1.08, в 1.09 он заработает снова. Но пока что, честно говоря, как-то безуспешно. Я скинул здесь руны. Сейчас попробуем. Вот эта травка вы видите на конце горочки.
И, скорее всего, здесь разработчики наложили окончательно. Мне кажется, подозрение есть такое, что между патчем 1.06 и 1.07 они наложили. Потому что в патче 1.05 и 1.06, как только он вышел, а патч 1.07 вышел вчера буквально, то это все работало и в 1.05, и в 1.06. Но где-то 1.06 с половиной, возможно, работать перестала, потому что, вы видите, я умираю здесь, я никак не долечу до края скалы. Поэтому не сработает нам попасть в зимнюю локацию вот так просто. Но, возможно, есть и другой ход. Возможно, есть и другой ход, так как точка срабатывания там у нас. А как вы знаете, эти скалы, они до низу не всегда прошиты тем самым наложением невидимой стены. В общем, переходим теперь к любимым Могвинам. У нас сегодня будут все способы именно в патче 1.07. Новые, старые, все работающие, не работающие мы обязательно рассмотрим. Итак, за мной вы видите очень вкусные существа. Это Могвины. Да, это наши Могвины. Сейчас мы проверим вот эту птичку и Могвинов. Ну, Могвинов, я думаю, проверять не стоит. Это место фарма находится вот здесь. Вот это крутая дорога, ведущая к дворцу. Кто не знает, это дворец Могвинов и карта Могвинов подземелья. Со снежной локацией можно спуститься вот оттуда. Вот там вот есть пещерка, есть портал на снежной локации. Давайте я выйду на поверхность и покажу, как добраться к Могвинам можно. Вот отсюда, вот здесь вот портал находится, по-моему, вот он. Находится, здесь можно Ордино-литургический город, либо от руины вероотступников проскакать. И вот здесь или здесь находится этот, собственно говоря, портал. Вы его не пропустите, если не смотрели видео по порталу. Обязательно зайдите и посмотрите. А сейчас мы начнем свой тест. Ну что ж, приступим, давайте приступим. Богохульный клинок, я помню, делает вот так, это очень весело. У меня 0 рун. И это самый правильный фарм, который, наверное, никогда не пофиксят. Кстати, как получить этот самый богохульный клинок, обязательно посмотри на канале, есть видео по секреты вулканового поместья и не только. А, у меня мана закончилась. У меня мана закончилась. Сколько мы? 26 тысяч набили за небольшой период. Мана закончилась, закончились Могвины, ничего страшного. Здесь можно по 38 фармить. Вы сели на огонек, и у вас снова все Могвины есть. Вы можете подходить и делать так. А также талисман поставить, чтобы меньше маны жрало все это дело. Потому что когда много маны жрет, сколько мы сможем нафармить, да? Ну, всегда можно и ману скушать еще. В этом нет ничего такого. Посмотрим, сколько мы заберем с этих Могвинов. Так, уйди, катайся здесь, а. Ой, еще один пришел, нифига себе. Тихо. Вулкановый клинок, это супер клинок. Вот смотрите, ну пусть я не знаю, ну сколько я показываю, ну 2 минуты от силы 53 тысячи. Этот фарм, он вечный, даже не надо ни по каким стенкам вы пришли, ушли, ни по каким стенкам нигде не надо лазить. Теперь берем, а что мы берем? Правильно, мы берем наш арбалет, ну либо лук какой-то. Любой, я, честно говоря, ими очень лук древа, большой лук древа. У меня какой-то змеиный прокачан. И берем, конечно, к нему патрончики к змеиному луку. Какие подходят, не знаю. Болт подходит, не подходит. Давай возьмем лук в 2 руки. Вот так. Вот, я забываю, как луком пользоваться. Вот. И стрельнем. Не стрельнем, у меня не те стрелы, извиняюсь, прошу прощения, у меня не те стрелы. Какие-нибудь стрелы возьмем, которые те. Тоже нету стрел, что ли? А куда их ставить-то? С меня такой лучник, я не знаю, как... Во, 23 стрелы.
Это отравленная какая-то. Нифига мы не попали в птичку. В прошлый раз я цветными стрелял какими-то, да? Иди сюда, говно. О, попали. Фига себе, ну птичка работает однозначно. Вы видите, один выстрел и 11 тысяч за птичку. По-моему, у меня нету... да, конечно же, если вы поставите золотой скоробей, опыта будет гораздо больше. Либо скушаете золотую лапку. Я очень рекомендую это делать. Ну что ж, переходим. Два способа здесь мы посмотрели. Посмотрим еще любимые способы с перепрыжечкой. Тоже здесь, во дворце Могвинов. Ну что ж, перейдем к следующему способу. Выпьем маны. Зачем я это сделал, не знаю, потому что я привык так. Погнали. Здесь у нас, понятное дело, фарм хороший происходит. Но мы пойдем чуть-чуть дальше. Попробуем забраться на одну, на вторую, на третью скалу. И посмотрим ранее способы, которые работали, не работали. В общем, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Пробежим здесь. Дойдем вот сюда вот. Ой, здесь я запрыгивал. Да, вот так вот. Не попал, не попал. В общем, попасть надо сюда. Сейчас попаду, все в лайве пишу. Не доскакал, не дожал прыжок. Просто-напросто. Здесь, конечно, можно помучиться, если на клавиатуре с мышкой, как я, играете. Ёлки-палки, мышку носят постоянно туда-сюда, 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 но... У меня всегда со скалами проблемы возникают. Особенно, когда в лайв пишу. Но мы запрыгнем сюда. Итак, спустя пару мгновений чудных я оказался, в принципе, там, где нужно. Вот здесь вот. Вот здесь вот я оказался. Вот. Запрыгнул я, кстати, вот с дерева. Сейчас я вам покажу его. Здесь, кстати, падать можно везде абсолютно. Вот дерево. Вот оно. Подо мной. Вот. Вот. Я просто запрыгнул на него, пропрыгал по скале. И здесь на самом деле можно везде прыгать. Кто хочет прыгать, пожалуйста, прыгайте везде. Итак, запрыгал я еще раз сюда точно так же. Дерево и держался сбоку к камням. Довольно все неплохо. Довольно все неплохо. Давайте, кто-то писал мне, что сюда нельзя прыгать. Я, честно говоря, не знаю. В принципе, можно посмотреть и проверить этот способ. Ну, вроде как полет нормальный. Здесь я, как всегда, отмотаю. Допустим, чтобы ты убедился, что руны работают. По дереву можно запрыгнуть сюда, по бокам со скалы запрыгнуть. Получается у меня с третьего раза сейчас примерно через дерево, через камни, потому что клавиатура с мышкой — это, конечно, тебе не геймпад, где тебе джойстик приятно крутить, но тем не менее я приловчился уже. И, допустим, через несколько раз буду, возможно, исполнять этот трюк уже довольно профессионально. Как вы видите, 172 тысячи. Довольно неплохой фарм здесь происходит тоже. 172 куска, и вот еще дает даже, да, если дальше лететь, еще давать будет, и еще давать. Смотри, он дает и дает, а ты летишь и летишь, и просто мышкой жмешь, и не забывай сжать, и наслаждайся. Ладно, поехали мы отсюда вот сюда вот. Итак, ребята, вот он, наш дворец Могвинов. Эта точка у нас центр мавзолея династии. Вот она. Вас встречают здесь вот такие вот виды. И два камушка больших и один маленький. Если стоять отсюда, смотреть. Два камушка больших и один маленький. Вот сюда вот нам и нужно. Мы аккуратненько спускаемся сюда.
Потом прыгаем вот сюда, вот здесь я руны специально потратил. Если ты сейчас прыгнешь, ты тоже руны потратишь. Но я их потратил специально, так как мне так нужно было. И дальше пробегаем по этой стене, прижимаясь, а потом прыгаем. Вот таким вот образом. Вообще можно и до сюда допрыгнуть, но я тебе показал. Если просто прыгнешь, ты упадешь. Это все очень легко и просто. Дальше просто спускаемся. Здесь тебя ничего не убьет, если будешь аккуратный. И нам надо добраться вот туда вот. Здесь тоже спускаемся, перепрыгиваем, прыгаем в заросли. Здесь нам надо активировать будет лошадку, как ты понимаешь. Вот, но там она исчезнет. И я уже попрыгал тут везде. Скажу, что в том направлении можно прыгать фактически везде. То есть ты по тесте. И в дырку тоже можно. Здесь делаем двойной прыжок. Лошадь появляется, у нас пропадает. И выбегаем вот сюда вот. Если пойти по этим скалам, то включится вид от первого лица. Я тебе серьезно говорю, включится вид от первого лица. Если мы сюда пробежим, как ты видишь, включается вид от первого лица. И я тебя не обманываю, это так действительно оно есть. Здесь можно вызвать уже лошадку, которая, конечно же, багуется здесь, потому что все здесь багуется постоянно. И вот здесь вот есть щелька такая. Не забыть махать оружием, и вот та щелька нам, в принципе, и нужна. Если забудешь махать оружием, то полетишь ты далеко и прямо, конечно, но, скорее всего, погибнешь. Поэтому и на ту сторону, естественно, тоже можно по камням пройти. Сейчас я быстро покажу еще один способ. То есть вот туда, вот где мы прыгали, грубо говоря, до этого можно пройти запросто по этим скалам. Если ты понимаешь, где мы, то прыгать здесь везде можно. Блин, ну вот постоянно сюда заходит и летит. Значит, вот машем, летим, машем, и руны нам упадут, как всегда. Так, и пошла жара рун, значит, 116 тысяч, у меня 0 было, я специально упал, там у меня было 0, поэтому 116 тысяч, и вы летите дальше, зарабатываете свои миллионы и миллиарды в Elden Ring. Вот уже 126 тысяч и так далее. И еще немножко, и еще немножко, и 128, и 130, и 150, и 200, и 500, и миллион. Это самый легкий способ. Итак, мы вернулись, в принципе, почти к мавзолею. Вход в мавзолей династии. И я тебе покажу еще один способ. Бежим сюда. Пробегаем этих диких зомби. И аккуратно спускаемся вот сюда вот. Вот... Блин, я спустился, уже руны получил. Дальше вызываем лошадку. И аккуратненько сваливаем вот сюда. Вот что нам надо. Я вам покажу, я прыгать уже не буду, так как я уже прыгать устал. Нам надо вот это дерево. Помните, я показывал один из способов, где мы прыгали вот сюда. Вот разработчики все пофиксили. Туда прыгать уже нельзя. Но можно запрыгнуть сюда, взять лошадь и смело оседлать эту скалу. Чтобы вы не сомневались даже. Здесь, конечно, есть преграда, вы видите, я не могу прыгнуть. Но мне все, что нужно сделать, это прыгнуть просто боком. Пропрыгать боком. И здесь полететь, умереть, потому что я не запрыгнул наверх. Здесь можно запрыгнуть наверх и, как вы поняли, спрыгивать и фармить довольно успешно. Но зато мы почистили свои руны. Итак, ребята, мы почти все способы уже изучили и показал вам, может, что-то новенькое, может, что-то полезное. Также вот по этой скале, помните, я в видео одном показывал, пропрыгивал
Так вот, этот пропрыжка до сих пор работает, кстати, и очень неплохо работает. Это пропрыжка, кстати, здесь вот 11 золотых рун еще лежит. В общем, вот такие вот способы были, и это далеко не все способы. Я уже попробовал на другом аккаунте, спасибо человеку, взял меня на аккаунт, и дракон тоже работает. Это лучшие способы фарма рун, самые легкие для тебя, как в подземелье, так и на поверхности. Мне все-таки зимние варианты вообще просто зашли. Даже во дворец Могвинов не надо, просто попал туда. Но если вас тянет, конечно, в подземелье, к дворцу Могвинов, то, ну, почему бы не спуститься сюда, ведь здесь фарм только процветает, но также и камушки не забывай. И не забывай смотреть, ставить свои лайки, ты меня этим очень сильно поддержишь. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока, до скорого, увидимся.